Привет, это «Испытание правдой». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, испытываю вас на прочность. Если градус правды повысится, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, флюги Гехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести флюги Гехаймен. Итак, поехали. За что тебе нравится группа «Моя Мишель»? Вероятно, этот вопрос оставила сама группа «Моя Мишель». Дело в том, что мне в основном нравилась одна песня у группы «Моя Мишель», которая свойственна моему поколению благодаря такой небезызвестной группе «Гости из будущего». Соответственно, песня называлась, перепетая моей Мишель, «Зима в сердце». Кстати, однажды я видел выступление живое вместе с Евой Польной, солисткой «Моя Мишель». И вы знаете, «Моя Мишель» была гораздо лучше. Поэтому да. Наверное, именно поэтому она мне и нравится. Спасибо, моей Мишель, за вопрос. Кто был твоей первой любовью? Неожиданно. Не вопрос от группы «Моя Мишель». Моей первой любовью была девочка по имени Ольга. Мне тогда было 5 или 6 лет, могу ошибаться, но тому есть письменные доказательства. Я тогда написал свою первую любовную записку, которая звучала как «Я тебя люблю». Надеюсь, Ольга до сих пор хранит эту записку. Если бы у тебя была машина времени, то куда бы ты отправился? Вопрос предельно интересный. Мы как-то его обсуждали с моим другом Максимом, и он разубедил меня отправляться в каменный век, где мне было, в общем-то, и место, и предложил задуматься над идеей посещения времени, когда наши родители были молодыми. Признаться, я оценил эту версию и, скорее всего, теперь буду придерживаться только ее. Посмотрел бы, как они там отжигали. Ты пробовал запрещенные препараты? Закономерный вопрос после вопроса о машине времени. Да, пробовал. Не рекомендую. Тебя било током? Да, видимо, за ответ на предыдущий вопрос бить током меня будут всегда. Я не хотел бы закончить жизнь от удара током, но да, в детстве меня било пару раз током. В первый раз, когда я решил провести какое-то электричество в кладовой, а второй раз я делал забавную штуку, это где нужно было воспроизвести на уроке труда известную советскую игру, где ты одним концом провода отвечаешь, точнее, прикладываешь к вопросу, а другим к ответу. Соответственно, если вопрос и ответ совпадают, то есть он правильный, то лампочка загорается. Поскольку у меня были проблемы с маленькой лампочкой дома, я решил воспользоваться лампочкой 220 вольт. Все это делалось с помощью фольги от сигарет. Короче, замороченная конструкция. Вот, если кто знает, пришлите чертеж. Короче, я соединил вопрос, соединил ответ, естественно, ответил правильно, цепь замкнул и меня ударил током. Я бегал, падал, снова вставал и мечтал, был вынужден задуматься о том, что пора бы писать наследство, потому что в моей картине мира, если человек ударил током, он должен написать наследство. Я пока не придумал, что я должен был оставить в наследство вообще кому бы то ни было, но тогда я точно знал, что наследство надо оставлять. Ты знаешь молитвы? Буквально все вопросы один к одному. Я не знаю молитв. Я, наверное, мог бы что-то выдумать, но поскольку для меня эта сфера далека, я, к сожалению, или к счастью, не знаю. Но иногда я летал в самолетах, что хотелось бы парочку узнать. Странно, что в том конвертике, который в кресле перед вами, там вот план спасения есть, а молитв нет. А можно было бы. В
каком году родился Ломоносов? Па-ба-ба-бам. Видимо, стоп-слово придумано как раз для этих целей. Но его эффект мы знаем, поэтому продолжаем. Я не знаю, в каком году родился Михаил Васильевич Ломоносов. Наверное, надо где-то поискать в архивах Архангельска. Ты участвовал в приватизации. Наверное, здесь должно было быть «ты участвовал в приватизации». Нет, я не участвовал в приватизации, мне даже не досталось и маленькой долики квартиры, которую можно было приватизировать. Приватизация прошла мимо нашей семьи. Ну, а ваучер, как известно, продала моя мама, лишив меня баснословных дивидендов в нынешние дни. Кто или что повлияли на твое воспитание? Если говорить «что», то это, конечно же, американские фильмы в одноголосном переводе и никак иначе. А кто? Кроме меня самого, конечно же. Я думаю, что бабушка. Я проводил очень много времени и черпал мудрость, если ее можно так назвать. Ну и плюс у нас были достаточно доверительные отношения. Есть ли человек, которого ты до сих пор не простил? И если брать детство, раз уж мы так коснулись его, все мы сентиментально и рано или поздно приходим к разговорам о детстве, то в школе у меня была учитель физики, которая любила так поиздеваться над детьми. Я вообще не знаю, почему учителя позволяют себе срываться на беззащитных детях. Ну, кто-то им досудья. Так вот, наступил какой-то момент в жизни моей семьи, что как бы не было денег. И каждый Новый год в сентябре нас заставляли приносить так называемую толстую тетрадь 48 листов для предмета. Поскольку денег не было, то и тратить не на еду, а на тетради было, прям скажем, так себе. Я, конечно, не Михаил Ломоносов, чтобы прям за знанием в Москву ломиться, но тоже пытался что-то сделать. В итоге, короче, я взял листы из старых тетрадей, навыдергивал, ну и кое-как там, скрепив без степлера чем мог, эти листы в единую тетрадь. Понятное дело, что поскольку тетрадь обрезана не типографским способом или какой там способ используется, листы были неровные, торчали отовсюду. Короче, я сдал эту тетрадь, на что она попалась в руки этой учительницы физики. Она взяла ее перед всем классом, стала трясти со словами: «Что же ты не можешь себе нормальную тетрадь купить, а я-то не могу». Вот. Я, конечно, расплакался. Вот. То есть, так себе поступочек. Этика преподавателя зашкалила. Вот, короче, ее я простить не могу. Поэтому, если бы можно было вернуться на машине времени, то, короче, вы знаете, я бы купил $6. Понял, нет? На этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте звонить в колокольчик.